Итак, ребята, я всех приветствую, кто присоединяется к нашей вечерней трансляции. Неделя у нас продолжается. То есть сегодня-завтра я иду по потоку. Для тех, кто интересовался, что с моими двумя остальными каналами, они будут интегрированы в мой основной в течение следующих недель. То есть все ролики с ритуалами будут на моем этом основном канале. Это первое. Второе. Я начинаю запись людей на личные консультации и на чистки к Самайну. Для кого актуально, обращайтесь в личку. Если кому-то что-то нужно разузнать, уточнить по поводу ваших ситуаций, пожалуйста, милости прошу. Почему сейчас? Потому что тут буквально раз-два я обчелся в днях, и Самайн уже к нам прибудет. Соответственно, подготовиться время тоже необходимо. Так, следующий момент, ребята. В последующей неделе, так как будут интегрироваться ролики, я буду выходить в прямой эфир раз или два раза в неделю. Вот вы мне в комментариях тоже напишите, пожалуйста, как бы вам актуально было. Знаю, что есть постоянная рубрика на 7 чакр, и для нее как бы тоже нужен зазор. Ну и плюс, да, посмотреть, что актуально. Короче говоря, по этому поводу тоже ожидаю ваших комментариев. Посмотрю, какая будет отдача. Если одного раза в неделю достаточно, прекрасно. Если недостаточно, буду делать 2 раза. Еще что хотела сказать вам. Еще хотела я вам сказать, что эти дни, особенно последние 2, вот так вот дня, да, как бы до этого была подготовка, многие из вас получили нечто. Это нечто будет разгоняться в пространстве до Самайна. В Самайн бабахнет. У кого в плюс, у кого в минус, это уже зависит от ситуации, от позиции каждого из вас. Так вроде бы все. Нет, не все. Хотела еще вам сказать, ребят, что благодарю всех тех, кто оставлял комментарии, кто начал наконец-то, как бы так правильно выразиться. Короче, те, кто поставляли комментарии. Почему? Потому что это для меня важно, как и для моего канала. Опять же таки, энергообмен. Ну и давайте-ка начнем сегодня по потоку, посмотрим, что нам покажут. Что кому было дано, что ли? Не знаю. Или что дадут. Давайте вот так вот. Начнем с этой стопки. И понеслась. Луна. Ребята, ожидайте, здесь какие-то тайны вскрываться начнут. И знаете, такие глобальные тайны о магических воздействиях.
о том, что вас дурачили, обманывали, мороки накидывали. А еще я вам хочу сказать, что здесь два человека, которые делали магию, сейчас очень будут от нее нахлебывать так жестко. Для кого-то актуально мужчина и женщина. Воздействие и от таких было, да? От таких и от таких. Короче, от разного пола. Но мне больше подходит как баба под энергиями женщины, то есть под энергиями мужчины, и более молодая, вместе чудившая, вместе бегавшие, творившие, врата себе открывающие за счет чужих. Здесь знаете, что за бабы? Бабы, которые изначально понимали, что они находятся в низкосортном роду, и им нужно отпахать. И потому как их это не устроило, они начали обращаться за всякими пакостями и творить людям. То есть, тупо говоря, да, это вообще что-то. Грубо говоря, они начали скачивать блага у других и на этих людей перекидывать свою деструктивную карму. Баб таких у нас в арсенале предостаточно. У каждого, в принципе, в жизни имеются. Разница в возрасте может быть небольшая, а может быть и глобальная. А знаете, почему трудились? Потому что эмоционально нестабильны. Хотелось то, куда им закрыты врата. От их рождения. Ну, вот видите, я же говорила. Здесь люди быстро фортуну на себя переключали, а теперь это все будет возвращаться на круги своя. Причем девочки и мальчики, я вам хочу еще так сказать. Коль такие женщины были в роду у кого-то, да, то есть ныне уже не живущие, знали вы их, либо не знали, там это все будет учтено. Короче, перезапуск идет родовой ветки. Какие-то ветки отмирают, какие-то новые создаются. Давайте так, куда... Во-первых, ездили, заказывали, работали. На перекрестках тоже работали. На вас бесов, сущностей, подселов накидывали. Перекрыть хотелось ваши пути дороги. Потому что у них по роду написано далеко не то, что они себе напридумывали. Понапридумали, да? Давайте, для них куда? А для вас куда? У вас связь с родом, у вас что-то с родом происходит, ребята. Здесь перетрансформации. Они сейчас будут у всех, но у вас что-то по роду будет более глобальное и серьезное. Значит так, здесь, хорошие мои, готовьтесь, хотите вы этого, либо не хотите. Вы внимательно, пожалуйста, отлистайте свою жизнь и проанализируйте, на каком вы этапе из этих карт. Почему? Потому что здесь прям показано, знаете, кармическая отработка рода. Вот прям жизнь человека, который трансформируется, переходит в другие энергии. И вы поймете, на каком этапе вы находитесь, сколько вам осталось и куда вы вообще идете. Недовольство тем, что имеете. Раз, алкашка сюда же может входить. Второе, перенасыщение благами. Не факт, что за ваш счет. С помощью кого-то достигали.
Потом попадание в треугольники, в третьи вот эти углы, разбитое сердце, потом отработка этой ситуации, радость в общении, нахождение искренних, достойных людей, партнеров, друзей. И по итогу вы защищаете свои границы. То есть вы человек, который четко знает, где ваши границы и когда и кому можно за них зайти, а когда и кому нельзя, и даже рядом топтаться. Вот если вы знаете, что вы сейчас в треугольнике, этапы. Если же вы уже в королеве мечей, соответственно, там будут идти дальнейшие трансформации в зависимости от того, на каком вы этапе королевы мечей находитесь. Для ваших недоброжелателей идет полное обнуление. Да, ребята хотят почиститься, но у меня только один вопрос. Как счистить в короткие сроки то дерьмо, которое ты, пардон меня, хуевертил годами и десятилетиями? Такого не бывает. А если и бывает, то, во-первых, за очень большие деньги, во-вторых, не все это берутся делать, в-третьих, оплата будет идти не деньгами. На самом деле такие вещи не деньгами оплачиваются. По вам понятно. Теперь смотрим, что у этих ребят. Десятка мечей, башня повешенной. Здравствуй, психушка для кого-то, здравствуй, больница, здравствуйте, подселение, суккубы, инкубы, здравствуйте, привороты, здравствуйте, все те создания, которых мы вызывали, чтобы иметь те блага, которые не положены были. Те блага, которые были ворованы у других людей с помощью магии. Здравствуйте, здравствуйте, вечер в хату, как говорится. Знакомьтесь. Здесь люди начнут видеть всех тех, кого они выдергивали из мира темных, мертвых и тому подобное. Здесь человека ждет очищения, но не такими методами, какими они себе представляют, что все легенько, плавненько, аккуратненько у них пройдет. По десятке мечей, башне и повешенному, сами понимаете, легкого ждать не придется. Здесь знаете что? У этих барышень, у этих людей, давайте я так скажу, здесь проходит глобальное количество людей у меня. У этих людей была кармическая какая-то отработка. Она есть вообще у всех нас. И вместо того, чтобы отработать ее на начальном этапе, задуматься, не влазить дальше в грязь, в желание жить на халяву за счет благ других людей. Вместо того, чтобы проработать себя, как пример, мы цепляемся за не пойми какого мужика и держим его приворотами. Все, машина запустилась. Вы в системе. Точка невозврата. И понеслась. Это самое элементарное на нынешнее время. Дальше, конечно, по нарастающей. Кто, почему, у кого и что крал. Это деньги, это мужчины, это женщины, это те, кто влазят в отношения, разбивают семьи. Это люди, которые вампирят, люди, которые забивали связь с родом других людям, закрывали их потенциал, крали их потенциал. Хотя в полной мере им воспользоваться чужим потенциалом нереально, тебе достанутся крохи. И это тоже факт. Я задала вопрос, сколько в процентном соотношении людей останутся в живых и пройдут это очищение. 30% из 100. Так что ожидайте, ребята, у нас будет,
Ну, если не Холокост, то что-то ближайшее в эти года будет происходить на планете Земля однозначно. И здесь я вам еще хочу сказать, что нужно открывать свои личные границы видения не только людей, себя, своего рода, Вселенной, сил, которые управляют этой планетой, но и мыслить более глобально. Почему? Потому что прежде чем вы кому-то будете сожалеть, сострадать, вы должны понимать, а не отдадите ли вы этим сожалением и этой сострадалкой свои блага. За это тоже будет штрафоваться очень большое количество людей. Ибо нехрен строить из себя великих добродетелей. На истинную добродетель люди рождаются под призвание. У них своя миссия, они к этому идут, они рождаются в соответствующих семьях с соответствующими родителями, воспитанием, укладом и тому подобное. Все остальные просто удобненько сидят в положении жертвы. Ни более, ни менее. Этих людей, вот эти 30%, это будут те люди, которые научатся искренне понимать, что такое любовь. Потому что та категория людей, о которых я сейчас говорю, зачастую на самом деле не любят даже детей своих. Для них, даже они в пространстве не считываются у таких баб, их родные дети. Она может суетиться, бегать, играть на публику годами, что она прилежная мама, что она вкладывает в них очень много интересных знаний. Но по факту на энергополе возле человека нет души родных детей. Это означает отсутствие души у этой барышни. И, собственно говоря, ей просто настолько насрано на них. Это то, о чем, естественно, не говорят. Это то, о чем молчат, потому что сами недолюбленные, сами не поняли для чего, с какой целью люди родились. И просто бежали, вот надо выйти замуж, потому что все выходят, надо быстренько нарожать, чтобы привязать и тому подобное. По поводу детей отдельная тема. Забирать будут многих. Особенно тех детей, которые были крадены. Сейчас объясню как. Допустим, есть девочка, которая не может забеременеть. Молодая, все нормально, грехи рода. Делаются крадники на адекватного человека, забирается возможность детородная, да, там еще куча всего можно делать. И вот это, не пойми что, рождает ребенка. Но оно-то не понимает, для чего ей этот ребенок. Оно жило, вообще не понимало, куда ему мыкаться, что в свою голову вкладывать. Копировало других. То есть человек вообще сам себя не нашел. Так вот, как вы думаете, этого ребенка оставят такой мамаша? Нет. Все будет возвращено туда, откуда было украдено, забрано и своровано. Это вообще просто я описала пример, один из миллиарда примеров. Сейчас все начнет возвращаться туда, где оно должно было лежать изначально. К чему я это рассказываю? К тому, что люди много чего потеряли в контексте человечности, это свой момент. Но есть глобальная цель у высших сил. Об этой цели, кстати, я говорила и ранее в своих раскладах, возможно, просто давно. Так вот то, что сейчас будет происходить, это будет всего лишь очередная ступень зачистки. Для того, чтобы все расставить на свои места. Ни больше, ни меньше. И я повторюсь, всего лишь, вот даже если взять 10 человек, только 3 из 10 пройдут эту чистку. Понимаем, да, глобальность этого всего?
будут чистить жестко. Об этом я тоже говорила. Итак, смотрим, что нам еще скажут. Из-под влияния определенных систем будут выходить те души, которые смотрят одни смотрят глубже, одни смотрят дальше, но не поверхностно. Те люди будут обретать силу над собой, над своим телом, над своей аурой, пространством и остальными телами. Причем эти люди, которые были заблокированы именно до этого момента. И на это тоже была определенная цель. Если бы такие души не прошли свои обороты, не набрались опыта ума, и им дали бы раньше раскрыться, вы бы просто попали не в свое пространство. Пока правил 3D мир, вас бы просто сожрали. Но сейчас, ввиду новых энергий, вы можете набрать обороты. Защищайте все то, что касается вашего пространства. Энергия, дух, душа, тело. По всем фронтам. Если на обывательском уровне люди, которые вас блокировали, сажали в самоограничение, в самобичевание, в самоуничижение, вы понимаете, вы сейчас как будто находитесь в состоянии, когда вы просто анализируете то, что с вами происходило. Ни больше, ни меньше. Ни тоски, ни любви, ни жалости, внутри ничего не ёкает. Вы просто как будто бы по пунктам анализируете и составляете выводы. Как будто бы вот подведение итогов. Лично каждый для себя, по своему роду, будет делать эти выводы. И еще раз повторюсь, вы набираетесь личной силы. Поднимайте и дальше свои вибрации. Знание – это сила тоже. А границы отстаиваете, но в дальнейшем у вас получится меньше тратить энергии на защиты. То есть сейчас объясню, почему так. Потому что будут другие цели, более важные. Для каждого из тех, кто выходит из-под влияния вот этой белиберды. Поняли, да? Ну, давайте посмотрим еще, что сегодня прям так глобально вдолбили нам информацию. И да, ребят, вы же понимаете, что вот эта вся шушера начнет метаться из угла в угол и искать, где бы почиститься, на кого бы что еще перекинуть. Кем бы еще воспользоваться, лишь бы было легче дышать, когда в глотку затекает болотная жижа. Причем в эту же жижу они прыгнули сами в свое время и все больше и больше своими действиями наполняли это болото. А почему? Зачем колебаться? Если вас что-то не устраивает, вы от этого отказываетесь. Все. Не нужно колебаться. Знаете, когда есть колебания? Когда вы не уверены. А не уверены, потому что не выстроены личные границы.
нет проработки себя, и там еще много чего. То, что касается 3D мира. А когда у тебя все, как говорится, по фэншую, и если даже не по фэншую, но что-то где-то как-то происходит, да, будет хладнокровие, и никаких колебаний. Итак, ребят, смотрим, что нам еще покажет. Давайте немножечко выдохнем от глобальных событий. Ребят, еще что хотела сказать по поводу личных консультаций. Я вас сердечно прошу, давайте мы с вами уясним следующий пункт. Я не врач. Я могу прокопать эту ситуацию по поводу физического тела в другое русло, но диагнозов я не выставляю. Надеюсь, все меня услышали. Это я так вспомнилась. Ну, что я вам хочу сказать? Как бы не хотелось, да, о чем-то обывательском, все равно высший абсолют выходит. Давайте сейчас посмотрим. Ну вот сейчас этот абсолют, эта энергия, Всевышний, крутится у меня одно имя на устах, но я его не буду произносить, дабы туда не лезли те, кому не надо. Много названий у этой системы. Неважно, как вы ее назовете, в зависимости от вашей религии, либо вы вообще не религиозны. Сейчас будет очень большой фокус на тех людях, которые, во-первых, да, здесь маги-практики, будут взвешиваться на весах все их деяния, все их ритуалы. Если мы не берем практиков, здесь люди, которые я могу, я творю, я провожу энергии, я делаю. Также здесь проходят манипуляторы. То есть, понимаете, да, вот какая категория людей будет сейчас. Мы все могли быть в той или иной степени, вот, играть ту роль, либо эту, либо вот эту. Вот это все будет взвешиваться. И вот те, естественно, ритуалы, работы, отношения к другим людям, которые были корыстны, будут аннулироваться всеми стихиями, 4 стихиями этой планеты. То есть, кто думал, уже в предыдущих раскладах недели 2-1,5, если я ошибаюсь, поправьте, может, кто помнит, по энергии огня, по стихии огня многим закрылась лавочка. Все, не работает. Кое-что другое запускают через огонь. Особенно ритуаликой. Дальше будут отрезаться следующие стихии. Это факт. Будут аннулироваться все вот эти вот товарищеские действия, которые не во благо этой новой системы, новой энергии и нашей планете. Кого не устраивает, просто уходят из этой планеты, как хотите. Всеми доступными методами. Ну и вот, здравствуйте, ребята, товарищи, господа.
Будем мы двигаться с вами очень в глобальных аспектах. Каждый человек, ну, все человечество разом, к трансформациям, особенно тому, что касается любви. Не путать любовь и привязанность. Когда люди перестанут путать любовь и обыденность, привычка, хотелка, собственничество. Здесь за счет баланса, когда человек учится балансировать и понимать, что все дуально, между тьмой и светом, если хотите, балансировать правильно, достойно. Вот эта трансформация и понимание будут приходить в умы, в осознанность, в разум, в душу, в дух человека. Другим это будет недоступно. Понимаете? И не надо это путать с тем, что я и на погост побегу, и в храм я тоже сбегаю. Ребята, нутро ваше поганое видно тем, кто создал этот мир. Вопрос не в том, куда ты бежишь и что ты делаешь. Вопрос в том, как, зачем и для чего. А еще ожидайте, будет глобальное послание, которое примут очень много людей, воины света. Люди, давайте так, кто называет себя вот так вот? Я называю таких людей осознанными душами, которым открыт поток. Вы прям почувствуете, вот разные люди в разных точках планеты примут одно и то же послание. Вот так-то. Вот это жесть. Портал для этого всего открывают мир темных, но под руководством светлых. Отлесните еще 100 лет назад, попробуйте донести это в головы людей. Да некоторых людей, о которых мы вот говорили до этого, им это не понять. А теперь, ребята, подумайте, что такое происходит с планетой, если начинают сотрудничать и темные, и светлые силы. Когда такое происходит? Понимаете, да? То есть это нужно учитывать. И здесь еще, ребята, будет, знаете, какая... Вот те, кто, выше, дальше, быстрее, кто осознанные, вы поймете, какая новая энергия придет на планету. Давайте скажем так, из нижних этажей, но эта энергия, она божественна. Короче, кто в потоке, те понимают, о чем я. Если вы не понимаете, не заморачивайтесь. Будут просто трансформации в понимании того, что такое любовь. Как я уже озвучила до этого. Тем, кто не умеет и не умел ценить то, что было дано, вечно жаловался, вечно нужно больше, вечно нужно чье-то, у соседа трава зеленее, жена краше, значит, надо это все отобрать, то по справедливости, ребята, будут очень большие перемены в семье. Это касается детей, замужества, женитьбы, отношений между родителями и детьми.
Здесь, ну вот глобальная переоценка ценностей и расстановка приоритетов на более высоких вибрациях, нежели те, которые были до этого. Опять же таки, вот здесь начнет приходить справедливость. Все мы, конечно, не белые пушистые кролики, да, у всех нас есть рыло в пуху в той или иной ситуации, всякое бывает. Но если это перекрыто общим состоянием души, понимаете, когда, короче, будет все по справедливости. А душу нельзя очистить вот так, понимаете, это так не делается. Останутся только те, кто нежен. Я не знаю, останутся ли те, кто нежен. Нужен. Останутся те, кто нужен. Нет, я бы сказала, кто важен. А быть важным или не быть важным, это уже зависит от каждого человека. У нас есть право выбора. И только мы выбираем, быть важным и нужным или не быть. Вот и все. Здесь люди будут получать знания о других мирах. Сделано это будет для того, чтобы человечество осознало, кто им руководил на самом деле. И эта энергия будет очень злостно, рьяно и агрессивно атаковать. Через СМИ, через пропаганду в социуме. То есть не думайте, что все будет легко и просто. Давайте скажем так. Началось это все из внутренней борьбы вот этой энергии в каждом человеке. Те, кто на данный момент это уже проработал, я вас поздравляю, вам будет легче, потому что в социуме начнется просто бесятина. Хотите, вот, будет жесть. Еще моменты. Если по неглобальным вопросам. Ребят, вот кто вас закрывал, кто на вас накидывал вот эту магию, и у вас было состояние умеренности, опять же таки, это некое болото, вроде бы все и хорошо, но давайте скажу так. И вроде все достаточно пиздато, но все равно какая-то хуйня. Поняли, да, ситуацию? Так вот эта ситуация будет уходить. Кто хотел стать мамой, станет. Кто хотел стать женой, тоже станет. Кто хотел взять то, что принадлежит ему, особенно из знаний, вы тоже это получите. Почему? Потому что здесь люди работали над собой в первую очередь, а потом уже над всеми остальными аспектами своей жизни. Здесь еще будут попытки на вас влиять, чтобы вам перекрыть эти знания, этот поток, это видение. Почему? Потому что эти темные, им закрыты эти знания. Они не понимают, о чем говорится. Они могут считать, называть это полоумием, либо еще какими-то словами. Не имеет значения. Факт в том, что они бесятся и завидуют. Почему? Потому что они не в этой песочнице. И в ней они быть уже не смогут. Вот 30% из 100 смогут. Я, честно говоря, думала, что процентное соотношение будет гораздо выше. Но это на данный момент. Возможно, что-то да поменяется. Всяко бывает. Но для того, чтобы это процентное соотношение возросло, вот те, которые делали деструктив, должны вернуть долги.
энергетические долги. Не просто за эту жизнь и воплощение, а и своему роду. Для некоторых эта лавочка уже закрыта, потому что род, уничтожается, эта ветка рода. То есть, все, ты ничего не сделаешь с этим. Для кого-то это, а как это я шучу, что это я должен отдавать? Я непосильным трудом это все наворовывал, это все мое. И мне, им плевать, что это чье-то, понимаете, либо за счет кого-то люди этого добились. Знаний, недвижимости, власти, богатства, неважно, о чем здесь может быть речь. Я же честно наворовывал, понимаете, и трудился. Ожидайте плодов своих результатов, особенно для тех, кто сотрудничал. Понимаете, здесь тандем, здесь триада. Только не нужно думать, что если у вас ковен из 3 человек, и вы там, Если вы высоковибрационные, окей. Но здесь работа с энергиями. Здесь вы и еще 2 энергии. Здесь люди переходят из отшельника в императоры. Здесь люди, я повторюсь, которые работали над собой. Здесь люди, которые нашли свет внутри себя в первую очередь. И поняли, что этот свет искать извне – это бесполезная трата воплощений. Что все, что мы ищем, есть внутри каждого из нас. А то, чего нам не достает, мы пытаемся отыскать в людях, нас окружающих. То есть мы окружаем себя такими людьми, которыми пытаемся восполнить, как нам кажется, то, чего нам не хватает. А нам по факту всего хватает, только убрать вот эти заслоны майи надо. И тогда вы создадите каждый собственную структуру. И еще здесь момент по поводу императора-недоброжелателя. Скажу так, все, что касается рабочих аспектов, договоров, сотрудничества, денег, поступления денег, вообще всего обнулено. Здесь глобально люди, которые считали себя императорами, вершителями судеб. Маги, практики, аферисты, манипуляторы, НЛПшники, лгуны, воры и тому подобное. Воры. Те, кто долго считал, что они на коне, воруя, обкрадывая, манипулируя, распуская сплетни, вот такими методами, что они на коне. Они считали, что они навсегда на коне. И никто на самом деле никогда не задумывается, а что же представляет из себя этот конь? Ведь у каждого он разный. Да, ребята, ожидайте. Здесь мне хочется, знаете, что сказать. Здесь, если в глобальном аспекте, здесь проходит Архангел Михаил. Для кого актуально. Только не думайте, что Михаил представляет из себя лишь то, что описано в Евангелии, в Библии. Это далеко не так. Михаил – это намного глобальнее энергия. И поверьте, он далеко не добрая фея, какой нам описывают его. Вот он этих людей будет сечь. Если вы в теме, если вы в курсе, если вы в сотрудничестве, он вам в помощь. Насчет сотрудничества там тоже, опять же таки, будьте осторожны на поворотах. Если не в глобальном аспекте, то вот такие товарищи тунеядцы будут получать от ваших защит. Либо же от какой-то
от какого-то охранца энергии, которую вам даст ваш род. Тяжело вам было отстаивать, вот понимаете, здесь уже у кого-то будет переполнена чаша. Тяжело было отстаивать что-то, и вам придут на помощь. Что касается семьи, детей, любви, счастья, дома. Вот эта ситуация будет отстаиваться, ваши позиции. Но, ребята, давайте так, да, будем трезво смотреть на вещи, потому что если вы живете, существуете в отношениях, где вами пренебрегают, не уважают, то и у вас это будут забирать. Тут нужно уже рационально смотреть, да, на эти все вещи. Ваши от вас не заберут. Если забрали, это не ваше. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. То, что последние несколько столетий принято было называть христианством, будет изгнано из этой планеты. Не сразу, но будет. Откроются новые энергии. Наконец-то люди начнут видеть истинно, что стоит за христианством, а не за тем, что сделали из этого слова. Здесь, давайте еще так скажу, для многих из вас будет актуально получение определенной энергии, чтобы вы могли сопротивляться манипуляциям, опоям, кормам, вызовам, приворотам и отворотам на разных уровнях. Здесь мир мертвых, с которым вы будете сотрудничать, хотите вы этого или не хотите. Почему так? Потому что так. 20-й аркан, он будет работать еще многие года. То есть Верховный суд. А уж как вы будете договариваться с ним, это уже дело каждого. Здесь будет очищение душ, которые превратились вот в этих демонов и все остальное там по иерархии. Поняли меня, да? Вот те, кто в потоке, те будут воевать по-своему. Каждый на своем уровне. Если в личной трактовке брать, то здесь отстаивание границ. У вас будут знания для того, чтобы построить защиту от 15-го. Знания эти вы получите. Больше мне идет извне. Но, поверьте мне, вот понимаете, люди, которые заявляют, что я все сам. И не только мне заявляют, заявления в массы даже делают. Я все сам. На этой планете никто сам ни хрена не умеет. И не может в априори. То есть без той же стихии воздуха я сам на этой планете как бы задохнулся бы, правда? Как вариант. Просто элементарнейший пример. Так вот, кто через род, кто извне, кто будет идти на обучение, здесь люди будут входить в состояние ведающих людей. И, естественно, охранять свои границы от 15-го. Это на уровне личного. Те, кто уже
подальше по вибрациям. Естественно, более глобальные будете вопросы решать. Слушайте, давайте, знаете, что здесь, ребятки, будете учиться отсекать людей, которые с неблаговидными какими-то предложениями в ваш дом, в ваш бизнес, в вашу фирму обращаются. Здесь будут четкие, здесь будут учить людей четко отбирать тех, с кем стоит сотрудничать, а с кем не стоит. От слова совсем. И если ты делаешь ставку на сотрудничество с человеком, который тебе не по душе, потому что тебе это принесет деньги, поверь, ты лишишься не только денег. Это будет просто быстрее в оборот входить в энергиях мира. Потому что люди не понимают этого. Авось пронесет, авось почищусь, авось еще что-то там. Смотрите, здесь, ребятки, четко, конкретно, будьте очень нежны с теми, кто входит в ваш дом. Здесь будут подклады нестись с погоста. Кстати, огарки свечей, которые будут на погосте деланы, под ваш дом могут принести. Это вот если точечно, да, смотреть. Если глобально, то здесь люди будут учиться правильному взаимному энергообмену друг с другом, с достойными искать себе подобных. То есть здесь будет, грубо говоря, если вообще грубо сказать, ребята, сортировка людей на касты. Но не такие касты, которые описаны в ведизме, допустим, да, жесткие. Хотя, возможно, и такое. Посмотрим, что еще правящие верхушки выдумают. Ну, что-то в этом роде здесь и будет. Для начала здесь будет отсортировано вот, давайте скажем так, те, кто хотят быть важными, и те, кто хотят пользоваться. Вот так вот. Да, вот это вам не показалось. Накормить, выпить, с бухлом прийти, либо же со своими чувствами, эмоциями. Тут нужно четко понимать, с кем вы сотрудничаете, уж тем более, кого вы к себе в дом пускаете, в свое пространство, в свой бизнес, в свой быт. С кем вы этот бизнес ведете? Понимаете? Здесь будут люди обучаться тому, чтобы видеть свет в себе и такой же находить свет в других. И зажечь этот свет не получится никак искусственно. Вот тем темным. Он у них просто не горит. Здесь, смотрите, кто там что приносил к вам по поводу прошлого. Вот это вот осторожнее. Люди из прошлого начнут лезть. Почему? Потому что они видят ваш ресурс, и они тонут. Они захлебываются тем болотом, в котором они жили. И живут. Ну вот пусть и захлебываются. Хотите жалеть, жалейте, но будьте готовы к тому, что их деструктив перейдет на вас, а ваша благость на них. Хотя они в развитии вашей благости не играли никакой роли. Они тупо жили в свое рыло и еще и крадники на вас накидывали. И еще и ваше забирали. Придут на поклон, ну, ожидайте, будут приходить. Только сразу попробуют подклад, подлив, опоя, корм, приворот втулить. А когда отхватят по голове, то уже потом начнут ползти. В надежде, авось что-то там изменится. Вы должны четко взвешивать, кто есть кто. И для чего эти люди к вам приходят на самом деле. Зачастую в первые же секунды понятно. Вот это да, вот это нет, а вот здесь еще что-то можно выяснить и уж четко определиться. Здесь уход от прошлых сценариев родовых
систем, которые были отлажены столетиями назад. Здесь переход в сотрудничество с новыми вибрациями. Для кого-то здесь важный выбор, для кого-то встреча партнера. Кто встретит партнера, ребята, друга, муж, жена. Для кого-то здесь ребенок, душа придет, вот такая, понимаете? Это все будет под защитами высших сил. Говорю, и карта Солнца выпадает. Из этой колоды здесь это энергия высших сил. Хотя не всегда. Здесь, что касаемо детей, будут рвать и метать на части. И забирать детей будут у тех, кто реально уже зажрался со своей магией, со своим дерьмищем по отношению к другим людям и по отношению к тем же детям. Это не означает, что нужно создать культ ребенка, да, и всю свою жизнь к его ногам. Нет, я сейчас не об этом. Я сейчас о том, сколько люди допускают дерьма и на что закрывают глаза вокруг себя происходящее, не видя, что касается детей. Здесь заканчиваются времена и эпохи, когда и вашим, и нашим. Вот те, кто сидели на двух стульях, неважно в каком аспекте, любовники, любовницы, где люди не могли определиться, кем им быть, и по итогу эти люди духовно обесточены, то есть они в нищенском положении находятся душой, телом, здесь болезни могут проходить из-за этого, как уже результат, да. А здесь также еще вот кто резко упадет в статусе, в денежном, обращайте внимание на это. Это те люди, которые так и не поняли, кто они. Они все тыкаются, мыкаются, кто их подберет, кому на жалость надавить, кто поможет, кто просто так даст. А кем я могу попользоваться? Эти люди будут просто, их начнут разворовывать, их энергию, их блага. Здесь, если так взять, мальчики и девочки, кто-то из вас от двойственности какой-то уйдет, от непоняток каких-то. Примите уже решение, и распрощайтесь с ситуацией. Кто работал на двух работах, возможно, четко, конкретно определитесь, что так, здесь с меня берут, здесь мой ресурс забирают, там не ценят, нет продвижения и тому подобное, все, я ухожу. Поняли, надеюсь. Опять же таки очень актуально идет, прям проходит, есть большое количество людей, которые хотели бы забеременеть, зачать. У большинства может получиться, если. Вот примерно то, что я озвучила сегодня. Но я хочу повториться, ребят, все-таки еще будут некоторые, знаете, такие в глобальном плане будут еще искушения, прежде чем вы достигнете победы в той или иной ситуации. Будь то ваши это страхи, комплексы, какие-то тараканы, либо вы прощаетесь с человеком, которого не любите, либо выходите из треугольника, либо
Либо, да, здесь ситуация такая, что да, помните, короче говоря, знаете о чем? О том, что когда вы преодолеваете один этап, неважно в какой сфере, вы оказываетесь на дне следующего этапа. Поднимаетесь, следующий этап – дно. Вы сразу на дне, потом выше, выше. И так этап за этапом вы проходите. То есть, в принципе, все закономерно. Вот так как-то сегодня у нас получилось. По раскладу. Интересно даже, очень интересно. Еще раз напомню, хорошие мои, в комментариях напишите, вам одного раза будет достаточно прямого эфира в неделю, либо же нужно 2, в комментариях под этим роликом. Да, здесь магия выжигается, деструктивная, а положительная, вот истинная магия набирает свои обороты. Особенно та, которая используется по назначению. Опять же, в комментариях жду ваших ответов по поводу моего вопроса, дабы я скорректировала свой график. Всем осознанным добра этого мира, и чтобы в ваше пространство не лезла всякая шушера, чтобы на подлете отсекалось. Ну, а вы, собственно, тоже не сидите без дела и на месте, и на боженьку надейся, а сам не плашай. И неважно, какого вы там боженьку из 3000 выберете. Всем пока-пока.